А то уже идет, люди гибнут, кошмар в Украине. Это было 8 лет назад. Посмотрите, что он пишет у себя в Фейсбуке. Я даже не буду вам зачитывать, поставьте на паузу, прочитайте там быстро. Вы представляете, половина населения не понимала, что нам нужно в НАТО. Как эти люди жили? Я даже скажу, некоторые сейчас украинцы, навіть украиномовни, умудряются писать, что Америка во всем виновата, вот негодяи, хотя Украина существует благодаря Америке. И сохранилась благодаря Америке и на карте, и экономически. Ну, надо это просто признать. Всем привет! Сегодня у нас видео, продолжается цикл очень важных видео, хотя на моем канале неважных в принципе не бывает. Вы видите, вся пресса трубит, особенно это сейчас вижу по американской прессе и в принципе по западной, которую я тщательно отслеживаю. Тема будущего Украины потихоньку подготавливают к окончанию войны. И что же будет дальше? А именно сейчас на повестке дня членство Украины в НАТО. Сейчас я с вами порассуждаю, выскажу вам свою точку зрения, свое видение и прошу вас в комментариях написать свое. Значит, смотрите, главная новость. Олаф Шольц, канцлер Германии, объявил о том, что, причем так, довольно такой категоричной манере, объявил о том, что в ближайшем будущем он не видит Украину в НАТО. И выходит материал в издании Wall Street Journal, где говорится, что, скорее всего, Украину в НАТО не возьмут после войны. То есть, членство Украины в НАТО не будет самой главной гарантией безопасности после войны. Но Украина будет идти по модели Израиля. То есть, что имеется в виду? В свое время Израиль из-за своей просто фантастически правильной политики, я в который раз вам говорю, что я выполню свое обещание, сделаю видеообзор на книгу Шимона Переса. Это очень важно и в этом контексте, дайте мне еще немножко времени. Значит, в чем здесь смысл? Смысл в том, что Израиль делал очень правильные шаги, очень правильные вещи. И когда Америка видит, что есть такой партнер, который живет в одной и той же парадигме ценностей, они, естественно, выбирают Израиль с геополитической точки зрения как свой объект влияния, страну влияния на Ближнем Востоке. Это геополитика, то же самое сейчас происходит в Украине. Это страна-сосед России, это центр Европы. В этом, в принципе, очень похоже. Как это работает практически? Израиль накачивался оружием. То есть Израилю продавали то, что не продавали в других странах. Совместные разработки, вот вы знаете, это фантастическая уникальная система «Железный купол». Как бы сейчас не рассказывали, что в Киеве ПВО лучше «Железного купола», не верьте в это все. Значит, «Железный купол» — это топовая система в мире. Она разрабатывалась израильтянами совместно с США. И по договору Израиль не может принять решение, вот типа продаем «Железный купол» Украине. Подписали, получили деньги, продали. Там так не работает. Там должен Пентагон поставить свою подпись. Но это я утрированно, чтобы вы понимали, просто говорю. То есть без согласия США Израиль не может это продать. И там еще есть такие моменты, насколько я знаю, по некоторым другим позициям. Также ведутся разработки секретного вооружения. То есть все очень серьезно. И именно такой путь, очевидно, Запад готовит для Украины. Давайте порассуждаем над плюсами и минусами. В чем плюсы этого? Допустим, если взять сейчас людей, наших украинцев, которые находятся за границей, это не важно, Польша, США или Канада, и они внутренне для себя живут надеждой, временем, что настанет мир, мы принимаем решение возвращаться в Украину. И поверьте мне, 40% тех, кто уехали, сейчас именно так и живут. Просто ждут мира, и они вернутся. Но вы же не можете вернуться и планировать свою жизнь в ожидании, что может быть завтра случится война, и не дай бог ужас повторится, или Путин перегруппируется и все остальное. Ведь все-таки, как бы я ни старался, а я буду продолжать это делать, и не пишите мне, что ой, ты там сдал, такого нету и близко. Я веду к тому, что я не сильно верю, что чиновники, госаппарат будет как-то меняться, если мы с вами не будем его долбить молотком, чем я и занимаюсь. Но западные страны нам помогают, и это же будет и после войны. И только с этим будет мир. Что я имею в виду? Если будут гарантии безопасности без членства в НАТО, но с военными базами США или Британии на территории Украины, или вот по израильскому варианту это можно обыграть, это тоже очень классный путь. И я честно вам скажу, я тоже не верю, что Украину примут в НАТО. Я уже прекрасно вижу, как юлит Столтенберг, я хочу вообще подчеркнуть, я говорю, что Украину не примут в НАТО при Столтенберге. Будет другой генсек, я, может быть, поменяю свое мнение. Столтенберг всегда избегает всячески, у него нет яиц, прямо говоря. А Украина сейчас в такой ситуации. И почему они это не делают? Потому что они прекрасно понимают, что будет мир заключен, да, гарантии безопасности, но если взять Украину в НАТО, Путин может повторить и придется воевать. Никто этого не хочет делать, они боятся.
И вы же видите, сейчас в мире 3 страны только готовы к войне. Это США, Россия и Китай. Все остальные, у них ничего нету. Ни боеприпасов нормального, ни вооружения. То есть так себе ситуация. И они не хотят так рисковать. И при Столтенберге, я уверен, так оно и будет. Но я говорю вам не расстраиваться. Просто, знаете, как сейчас Подоляк и офис президента готовят, что вот мир это только выход на границы 91 года. И я хочу, и вы хотите, но это неправда. Точно так же и НАТО. Не надо жить ожиданием, что вот все, война закончится, нас сразу берут в НАТО. Нас не возьмут в НАТО. Ну, я думаю, уже я вам достаточно аргументов к этому привел. И вы логически, если все материалы прочитаете, я думаю, вы тоже, скорее всего, будете к этому склоняться. Может быть, случится иначе, дай бог, я только это буду приветствовать. Я вам выдаю так, как я это проанализировал. Так вот, если будут подписаны эти бумаги, и мы будем так вот взаимодействовать с США, это тоже очень хороший шаг. Но дальше все будет зависеть. В таком как бы разрезе мы будем больше зависимы от того, за что я всегда ратую, о чем я всегда кричу. От действий наших после войны. Если система государственного управления, госаппарат остается такой же гнилой в старой системе, в старой парадигме жизни, то будет тяжело. Будет тяжело. Я вам скажу так, при живом Путине лет через 5 он может повторить. Да, мы уже к тому времени будем напичканы ПВО, Киев будет мега защищен, скорее всего Лукашенко уже не будет. То есть, наверное, на Киев они уже не пойдут. Наверное, они будут тогда рассчитывать на вот эту вот мега-ситуацию, как в АТО было 2014 год. Но я хочу также обратить ваше внимание, что является вообще камнем преткновения. На самом деле у Путина никогда не было замысла взять Киев, или Львов, или пол Украины. Ну невозможно, про правобережную Украину. У него есть свои стратегические цели, больного человека, шизофреника, которые он уже как бы для себя решил. Сухопутный коридор, там вода для Крыма и все остальное. Но камень преткновения это Донбасс и Крым. Поэтому сейчас эти вопросы нужно решать. И, кстати говоря, во многом от этого, от того, на что будет готов Зеленский, будут зависеть и гарантии, которые нам готовы дать. Если мы на самом деле идем на компромисс, и Путин идет на компромисс, тогда может что-то с этого получиться. Если одна из сторон упрется, будет тяжело. Но мы должны с вами не слушать офис президента, мы должны сами мыслить, каждый для себя, на что я готов, а нахожусь ли я в окопе или мои родственники. Тем, у кого родственники на фронте, им не весело, им уже большинству ничего не хочется. Хотя их чувство это месть сейчас номер один. И, конечно, всем нам это понятно. Или тем людям, которым на голову упали ракеты, на их квартиры, или обломки ракет. Поэтому вопрос очень тонкий. Вопрос очень тонкий. Чего я не хотел бы? Я не хотел бы заморозки конфликта. Я считаю, вот именно заморозить конфликт, это дать сумасшедшие козыри Путину. Вот если будет именно заморозка, 100% будет повторение ситуации. И, наверное, раньше, чем через 5 лет. Нужно глобальное решение вопроса. Ну, глобальное решение вопроса. И еще раз вам подчеркну, мы все с вами хотим одного и того же. Но я просто призываю чуть-чуть реально смотреть на вещи, исходить из реалий, быть прагматичным. Быть прагматичным. Если мы получим гарантии безопасности, правильные, пожалуйста, не путайте все то, что я рассказываю, с Будапештским меморандумом. Совсем все иначе, и надо почитать вам Будапештский меморандум. Оно и не могло работать. Оно и не могло работать, и контекст тогда был другой. Сейчас кардинально другая ситуация. Сейчас все вот именно очень хорошо понимают, что они делают. Все хорошо понимают, что они делают. Но я хочу обратить ваше внимание на другое. У нас же все время Украиной рулили конченые пидорасы. И посмотрите, был такой один из них, Арсений Петрович Яценюк. Посмотрите его пост в Фейсбуке за 2015 год, друзья. А то уже идет, люди гибнут, кошмар в Украине. Это было 8 лет назад. Посмотрите, что он пишет у себя в Фейсбуке. Я даже не буду вам зачитывать, поставьте на паузу, прочитайте там быстро. То есть человек занимается популизмом и дуростью в то время, когда уже Польша там, страны Балтии там, и у всех все нормально, и в ЕС, и в НАТО. Но я хочу тут же обратиться и к людям. Я очень хорошо помню, где-то за год, за полгода до войны, соцопросы. И такие соцопросы, поверьте мне, нет смысла подкручивать. Это речь идет не о политических рейтингах партий или президентских выборов или мэров областных центров. Речь шла о НАТО. У людей конкретно спрашивали, вы за членство Украины в НАТО или вы против? И тогда было 55% за, 45% против. Вы представляете, половина населения не понимала, что нам нужно в НАТО. Как эти люди жили? Я даже скажу, некоторые сейчас украинцы,
Навіть україномовні умудряются писать, что Америка во всем виновата, вот негодяи, хотя Украина существует благодаря Америке. И сохранилась благодаря Америке и на карте, и экономически. Ну, надо это просто признать. И что получается? Людям должны были прилететь, я уже как-то это на стриме говорил, должны были прилететь ракеты на голову. Страшные, кошмарные вещи должны были произойти. Я никогда бы не подумал, что такое возможно в наше время. И никто из вас, наверное. И только сейчас уже абсолютное большинство, процентов 90 за НАТО. Давайте умнеть. Давайте не дожидаться, пока случится кошмар для того, чтобы поумнеть. Подпишитесь, кто не подписан на мой канал. Кто первый раз на моем канале. Поставьте колокольчик. Я даю аргументацию, я не просто критикую кого-то или занимаюсь медиакиллерством, я даю конкретную аргументацию, конкретные рецепты лучших мировых практик, как это работает в мире, что можно сделать в Украине. И если вы вникнете глубоко в тему, вы поймете, что оно или так, или никак. Точно так же и в военном смысле. Если бы население было более активным в этом смысле, возможно, мы бы уже были в НАТО. На Майдане тоже происходили ужасы в 2014 году, я там был. Я там был. На сцену поставили троих. И когда я говорил не надо, все говорили отойди, вот это вот красавцы. Вот вам Арсений Петрович. Где Арсений Петрович? Богатейший человек, напялил на себя вышиванку, сидят с Гордоном и рассказывают, как надо жить. Гордон, который перекрашивается 12 раз в году, то есть каждый месяц. И Арсений Петрович, который уже работал на всех должностях, пиаром занимался всю свою жизнь, популизмом. И вот к чему он привел страну. И забор свой построил, и все остальное. Вот такие люди нас в НАТО ввели, видите, куда привели? Привели к войне. Так давайте учиться уже на чужих, ладно, на своих давайте учиться ошибках. Правильно все воспринимать, не быть зашоренным, перестать быть совком. Вроде Россию критикуем за это, а у нас совков ментальных еще очень много людей. И понимать, что наш путь только в цивилизацию. Про экономику я расскажу подробнее. Я сделаю такое же видео, нужно нам, например, ЕС или не нужно, тоже с аргументами. И прошу вас, всегда пишите комментарии. Мне ваша точка зрения тоже очень важна. Или вопросы, я потом эти вопросы буду раскрывать на стримах, видео. Но все, о чем мы с вами говорим, это важно. И вопрос НАТО и гарантии безопасности, это важно. От этого вопроса будет зависеть и инвестиционный климат, какие придут инвестиции. Если внутренний инвестор не захочет инвестировать, а на сегодня объявили, что сумасшедший отток депозитов валютных в Украине, понятно, никто никуда не инвестирует, со стройками проблема, ничего не получится. Мощные гарантии безопасности, украинцы вернутся домой, отстраивать свою страну, инвестиции будут идти, и власть там хуже, лучше, будем бороться, будем сражаться для того, чтобы Украина была великой, впервые в своей истории. У нас сейчас сумасшедший задел. Страна может после войны воспрять духом и стать великой по-настоящему, как Америка, например. Не идти по этому социалистическому пути леваков, то, что Сорос навязывает, нам это не нужно. А там, поверьте, даже в вопросах гарантии безопасности, эти ребята, если можно так сказать, тоже в игре. Мастодонты. Поэтому в чем-то не разбираетесь, углубляйтесь, мой канал вам поможет, разберитесь. Иначе ничего не получится, вы понимаете. Не надо стоять в сторонке, вот я за того проголосую, он за меня все решит. Я вам показал, что творил Яценюк, и он же не один такой. Просто вот уже все, скриншот с Фейсбука. Вот так это работает. Сколько можно Савика Шустера передач поднять про НАТО? Та вот это, та вот как бы, та вот если бы. Были бы в НАТО, этого бы не случилось. Вот и все. Путин мог бы давным-давно уже страны Балтии захватить, там нечего захватывать, там никакого военного экономического потенциала. И с Польшей могло уже быть все, что угодно. Не может. Сейчас Финляндия в НАТО, сейчас Швеция будет в НАТО, сейчас в Японии открывают офис НАТО. Сейчас не переживайте. Да, и очень важная деталь. Очень похожая история в Южной Корее и в Тайване. Там они не члены НАТО, но там расположены американские военные базы. Для Украины это вполне подойдет. И меня это устроит. Думаю, вас это устроит. Если в Украине будут военные базы Великобритании или Америки, но мы не будем официальными членами НАТО, ничего страшного. Это тоже будет вот так. И путь Израиля, он тяжелый, но это хорошо. Поверьте мне, это хорошо. Дальше вопрос только системы государственного управления, философии жизни президента, видения страны. Если есть то, куда мы идем, это уже очень важно. Ни у кого пока из наших президентов этого не было. Это все были временщики. Они занимались исключительно собой, кто-то деньгами, кто-то аплодисментами для себя, вы понимаете, о ком я говорю. Вот примерно так это все и выглядит. Большое спасибо, что досмотрели видео до конца. Комментарий, лайк, подписка, колокольчик, все очень важно. Пока.